Большую часть жизни мы не задумываемся о плохом и ощущаем себя чуть ли не бессмертными. Ведь наши органы функционируют нормально, суставы не болят, так что мы можем сосредоточиться на зарабатывании денег и приобретении материальных ценностей. О том, что мы в любой момент можем умереть, не может быть и речи. Это кажется нам безумием, на которое даже не стоит тратить время. А ведь старуха с косой всегда приходит к нам очень внезапно. Кто-то вдруг замечает странную режущую боль в животе и думает, что это ничего особенного, завтра пройдет. А потом выясняется, что это одна из последних стадий рака. Или нашу грудь время от времени немного сдавливает, и во время вдоха ощущается какое-то напряжение. Может ли это быть сердечный приступ, который проходит практически незамеченным, но разрывает клапан в нашем сердце? Совсем недавно в аэропорту случился инцидент, когда сильный, здоровый на вид мужчина бежал к выходу на посадку, чтобы успеть на самолет, и умер от сердечного приступа. А что насчет вашей немного странной родинки на спине? Всегда ли она была у вас? Или появилась только недавно и теперь очень быстро разрастается? Почему мы не можем вспомнить имя того приятеля, с которым хорошо общались всего несколько лет назад? Может, наш разум начинает давать сбой? Или все время напряженно работая и испытывая стресс, мы не задумываемся, что в любой момент нас может хватить удар, который парализует наше тело, и парамедики увезут нас в больницу на тележке, где медсестра будет время от времени протирать нам зад и кормить через трубку, торчащую из нашего носа. Все еще звучит неправдоподобно? А как насчет того, чтобы торопиться, собираясь в путешествие, и упасть с лестницы, пытаясь достать чемодан с верхней полки шкафа? После чего мы будем лежать несколько часов или даже несколько суток со сломанной шеей, прежде чем кто-нибудь найдет наше обесцвеченное, обмякшее тело. Или, может, нам повезет, и это будет быстрая аневризма, заставшая нас на обратном пути с вечеринки, посвященной дню рождения друга. Когда мы осознаем все это, то испытываем шок и не понимаем, как мы вообще можем продолжать теперь жить, если в любой момент что-то может пойти не так. Вы спросите, зачем все это? Зачем я пугаю вас такими жуткими вещами? Зачем нам жить в постоянном страхе, что в любой момент мы можем умереть? Это не ипохондрия. Давайте назовем это реальной оценкой рисков. Да, большая часть боли в нашем теле не приводит к летальному исходу, но может и привести. Ведь мы не знаем, что и когда с нами случится. И когда мы, ворочаясь ночью в кровати, не можем уснуть, думая о возможности смерти, наш мозг приводит нас к конкретному и решающему факту, что наш финал постоянно приближается. Другие люди, узнав о нашей кончине, будут глубоко огорчены. Некоторые пустят слезу, даже спустя годы, вспоминая нас. Но они справятся. Ни для кого наша жизнь не имеет такого значения, как для нас самих прямо сейчас. Понимая теперь все это, мы испытываем потрясение, насколько же странно быть живым. Как же это невероятно, что тонкая паутинка наших мыслей и чувств поддерживается множеством мягких тканей и хрупких органов. Все наши сложные идеи и прекрасные движения души зависят от крошечных белых кровяных телец, молекул кислорода и ритмических спазмов синоатриального узла. Почему этот механизм все время продолжает работать без остановки? Как мы еще не умерли? Наши мысли могут даже ввести нас в панику,
Но по мере того, как мы постепенно привыкаем к ним и осознаем, что не бессмертны, мы приобретаем решимость заниматься только важными делами, пока можем, и наслаждаться каждым моментом, отведенным нам на этой планете. И внезапно мы осмеливаемся взяться за сложный проект, который раньше все откладывали на потом, до лучших времен. Проявляем инициативу в делах и в отношениях с людьми. Начинаем легко прощать обиды. Отказываемся от вражды, которая внезапно оказывается просто бессмысленной. Пропускаем глупые комментарии в социальных сетях. Если мы все время на уровне подсознания держим мысль о приближающейся смерти, это полностью обновляет наше понимание жизни. Мы начинаем еще больше ценить ее. Наслаждаемся пением птиц по дороге на работу. Делая каждый шаг, думаем о том, как же потрясающе иметь ноги. Вечером, ложась на подушку, ощущаем, как она приятно холодит щеку. С наслаждением кушаем инжир, уже не раздражаясь его косточкам. Мы возвращаемся к правильному ощущению очарования вещами и событиями, которые обычно кажутся слишком незначительными, чтобы замечать их, но на которые нам действительно стоит обращать внимание, чтобы чувствовать вкус жизни. Пелена пресыщенности спадает с наших глаз, по крайней мере, на некоторое время, и мы осознаем, как много еще не сделали и не попробовали. Каждый год жизни начинает казаться нам настоящим подарком, а каждый день, даже когда ничего особенного не происходит, не будет казаться скучным. Он станет для нас новым днем прекрасных возможностей. Вот так осознание смерти меняет нашу жизнь, помогает нам приобрести более мудрый и спокойный взгляд на многие вещи и справиться со всем, даже в самые трудные времена. Надеюсь, я не сильно вас напугала. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Здесь будет еще много чего невероятного.